Ого, переночевали в альберге, в такой трушной, с храпящим чуваком. Женщина обещала, мы утром встанем и свалим быстро, тихонько, у нас все собрано. Нифига, 3 раза ее будильник звонил, а будильник у нее такой же самый, как у Кристины звонит в телефоне. И, короче, ну, не дала она доспать этот час там, она в 4 часа начала уже с этим будильником там бороться. И, короче, мы вот как-то поспали нормально. Не знаю, что я там снимал, не снимал, то альбергу не помню. А посмотрим потом. Если не снимал, нечего там снимать. Обычно большие комнаты, нормальные чистые туалеты. В этих комнатах больших стоят двухспальные металлические кровати с резиновыми матрасами, резиновыми подушками такими, ну, обрезиненными. Тебе выдают, как и везде, в таких хостелах, такие одноразовые простынки, наволочки на эти подушки резиновые. Все, ты пытаешься спать. Все соваются, храпят, а ты пытаешься спать. Ну и жарко было еще. Постирать можно. Холл там есть. Я снимал этот холл, по-моему, где-то Кристина сидела, там кухня такая, микроволновки там и так далее. Ну, в общем, пойдет. Там даже на крыше люди спали, где сушильня. Ну, можно посушить было одежду. Вот она, кстати, сейчас высушенная на нас. Там спали даже люди в спальниках. Я начал снимать. Ну, это же прям типа посушилки. Они там начали солнце. Прикольно. Приветствую всех в нашем 7-м дне пути Сантьяго. Проснулись мы в городе Виго. Это портовый город. И он знаменит тем, что стоял на морском торговом пути и веками был важной гаванью Галисии. А на пути Сантьяго он занимает ключевое место. Одна из прибережных трасс маршрута идет прямо через Виго, вдоль моря. Удобный и живописный путь для паломников. Мы ночевали в альберге за 10 евро ночь. Это впервые, кстати, такая дешевая цена. В основном у нас было 15 евро ночь. Это на самом деле альберга очень классная, чистая. И меня, в принципе, удивили все альберги, в которых мы были. Они действительно очень чистые. То есть даже чище некоторых отелей, которые в разы дороже стоят. Просто единственный нюанс, что нужно спать с другими такими же людьми, как и ты сам. Но все на самом деле очень довольно-таки неплохо. И очень приятные люди, которые идут вместе с вами. Наш день начался, как обычно, в 5:30 утра, и сегодня мы пройдем 30 километров. Поэтому приятного просмотра. Берите печенье, чай и давайте проживем вместе этот день. Уже традиционно проживем вместе этот день. Ну да, здесь какое-то такое эстетическое место, наслаждение прям от него получаешь. Ну, хоть и рано кофе пьем, но зато, блин, все равно кайф. Ну что ж, последние, как говорится, километры вроде как должны быть самыми быстрыми, но нам все время вверх. Начался пиздец, Кристина говорит. Поднимаемся вверх, ребята. Ну, потихонечку. Потихонечку, вот такими шажочками маленькими. Да, это тяжело. Я больше упорную пятку делаю. Тогда легче, кажется. Да. Но все равно, как бы, да. Ну ладно. Ну, такой уклон. Вот телефон сейчас ровно, да. Получается такой уклон градусов 20. Местами и больше. 30. Получается, мы будем теперь по таким вот лазить пересеченным местам. Надо веревку. Ага. Сначала вылазишь ты. Сейчас найдем еще мятки, вырвем, чтобы легче было идти. Мятка.
Мятка, так подышал мяткой, сразу хорошо, такая мятка. Вкусненькая такая мятка. Какие светофоры тут. Пошли. Так двигаемся мы. Вверх, вверх, вверх. Вперед и вверх. Эх, если бы инжир поспел. А он поспел. Глянь. Офигеть. А как его достать? Вот тот инжир я бы достал. Там их 2. А вот маленький. Класс. Глянь-ка. Классно, инжирчик. Вообще кайф. Но эти 2 каких-то сухих, не, Кристина, мы их не будем есть. Они вон отпадают, видишь, им плохо. А вот это, да, вот это можно уже. Вау. А что ты не хочешь? Ну, он мягкий, но... А лезть еще выше. 113, 114 метров мы набрали. И вы лезть еще выше. Лезем выше. Я надеюсь, там будет ежевика, эти инжир, финик, фига. Короче, и разные еще штучки. Потому что они меня подбадривают. Смотрите, прекрасные виды наверху. Мы где-то 120 метров залезли вверх. Мне кажется, даже больше. Да, пришли уже там, все, уже не видно. Ну, в общем, вот порт и мимо порта вот туда, короче, вот там мы были. Но я к чему? Сколько мы ездили, сколько мы раз видели эти виды с машины и так далее. Ну, хотелось иногда вот выйти, постоять, посмотреть или пройтись там по какому-то, да, участку дороги. Но мы проезжали. Сейчас мы их проходим. И это круто. Вот вылезти на такую высоту, потратить, да, кучу сил, потом ты идешь и кайфуешь. Это классно. Такие домики здесь интересные. Здесь своя архитектура какая-то виговская. Вот такие все они какие-то монолитные, блин. И вот там. О, сливы шикарные, да. Да. Лазили за ними. Ну, такие, как мы. Нормально. Что ж ты теперь сделаешь? Ну, в общем, вот так. Идем дальше. Впереди соточка, последняя, финальная такая. Да. Везде красиво. Вон котик в окне сидит. Котик вам говорит привет. Кс-кс. Его не видно. А вот чуть-чуть видно. Кс-кс. Ладно, он не хочет. Ну, вот так вот красиво. И, блин, ребята, это, ну, если это кто-то будет вот смотреть именно этот голос и вот это видео, поверьте, это того стоит. А ты идешь вот в эти вот путешествия, вроде как это авантюрно, вроде как это кажется мозгу там, да нафига оно надо. Блин, ты когда попадаешь, тут столько людей идет разных, молодых, старых, средних возрастов. Все какие-то они, ну вот, ну все просто одинаково, все, каждый с рюкзаком, каждый в какой-то обуви, у каждого мозоль, каждый со своей историей, каждый со своей страны, каждый со своей болью какой-то пришел сюда или намерением, или просто вызов себе бросил, да, и все идут одинаково этот путь. Вот тут как бы ты понимаешь, что все люди одинаковые и возможности, блин, у них одинаковые, потому что можно выбирать любой путь, вот. Кому-то стрелка укажет, кому-то карта, кому-то сердце, а тут прям все указывает на этот вот путь тебе, и стрелки, сердце, и душа. Это кайф. Такие подъемы вот нас ждут. Ну, 0 это, наверное, откуда считаем мы сейчас, где мы стоим, вот тут где-то, да? Вот мы стоим здесь, и здесь у нас типа вот 100 метров, типа высота. И мы будем подниматься на 250. И такие резкие есть подъемы. Ну, вот это вот то, что нас ждет впереди. Это вот такой у нас путь. Но он трекается, поэтому потом посмотрим, что там получится. Ну, пошли. Нормально. Пока хорошо. Если будет плохо, ляжем вверх ногами, полежим. И пойдем дальше. Уже, в принципе, что тут.
терять. Вода везде течет. Классно. Это еще Галиция или уже не Галиция? Галиция, Галиция, класс. Я все думаю, что за Галиция? Что за Галиция? Это, оказывается, вот. Я в ней. Опять волшебство случается. Ты внезапно попадаешь в то место, о котором ты когда-то до этого слышал и думал, что это такое, что это за место. О, вот он, наш помощник в пути. Мы его нюхаем. Мы его гладим вот так. Потом рука пахнет. Прям вот так потом. Как муравейник когда-то в детстве. Только сейчас розмариновые кусты. А вот такие тоже цветы прикольные. Они тоже пахнут, кстати, прикольно. Такой нежный запах, капец. Такой нежный запах у него. Прям цветочный аромат. О, Кристина нашла алоэ. Я сейчас вырву, подожди. Кристина нашла алоэ. Тут надо выбирать листики, которые жирные. Сейчас мы выберем. Нет, уже нет, пойдем. Насколько нам осталось идти? Да? А вот это, там, где мы идем. По такой дороге нам осталось 96 км. И мы будем все дальше и дальше от воды. В горах будем лазить. Короче, мечты сбываются. И вдоль океана походили, и в горы слазим. Не прям там, но все же горы. Ну, посмотрите, как так можно идти много километров. Это просто капец. Идет человек, болтается все, висит, он напихано, блядь, какой-то херни. Что-то может на солнце взорваться. Хай. Бон камино. Там дальше поаккуратнее, наверное, рюкзак. Идем высоко-высоко. Идем такой тропой лесной, горной. Нормально. Девки только что впереди шли, начали орать, визжать. Потом такие, сори! Что-то там увидела какого-то жука, значит, что, паука. Сори! Говорит. Я говорю, смотри аккуратно, а то с такой фантазией можно, блин, стрелять в неприятности. Ай, класс, тут люди живут, прям люди живут. А, кстати, вот эта вот прикольная штука. Сантьяго Компостела 90 плюс-минус. Наш direction. Пахнет капец. Так пахнет в этих лесах. Прям смесь. Вот сосна с чем-то еще, с ежевиками какими-то. Просто такой классный запах вообще, супер аромат. Лес, ты офигенный, я тебя люблю. Вообще лес люблю везде. Вот горные вот эти морские леса, это самое топ для меня. С такими видами идем, просто капец. Да. С какими видами мы идем, а? И при том ты идешь и можешь этим наслаждаться полноценно. Ты не летишь, не едешь, не бежишь куда-то. Класс, мне так это нравится. Кайф. Ну, можно даже попить воды набрать. Здесь мы без воды не останемся. Ну, это по крайней мере. Пришли в такое место. 15 километров мы сегодня пришли позавтракать. Вот. Тут есть все. Есть тосты. Есть тосты, есть вот чай, латте, кофе, дринки, джусы, чаи, всякие такие медные что-то, какие-то штуки, сладости, конфеты.
разбираючи и так далее. В общем, такие куча всего. У меня постоянно вот такие вот видосы, где ты с кофе сидишь. А у меня где ты идешь? Я все время в кофе, кофейне еще, а ты все время идешь. Смотри. Why you did this? Why you do this? What is- Palestine flag. Warum? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? This is Spain. Genocide. Support? ¿Eh? Support? Genocide. Genocide. Yes. Sí. Ah, I think. We think. Genocidio. Genocide. Palestine. Sionist. Yes. okay. Support. It's Support for Palestine. La bandera. Flag. Palestine. Palestine flag. Uh-huh. Denounce. I thought this made by Palestinian or another Syrian, and I was surprised because we are in Spain now. Yes. And okay, it's free to support. Yeah, I understand. You can make the photos. Oh, thank you. Okay, thank you. And, Oye, Support. ¿de dónde son? Americanos. We Ukraine. 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 Okay. It's like support of Palestine. Yes. Получается, эти все флаги нарисованы просто парой испанских пенсионеров, которые поддерживают Палестину и считают, что в Палестине происходит геноцид. Ну как считают, он так происходит. Только что попалось видео 7 лет назад, что мы делали с Владом в этот день. За день до моего дня рождения, 7 лет назад, мы просто гуляли, шопились и готовились к моему предстоящему дню рождения. И как бы спустя 7 лет мой день рождения, подготовка к моему дню рождения. Я готовлюсь. Мешай. Полным ходом. Ладно. Пора в путь дальше. Вон фотки, видишь? Вижу. Саня тут вверху должен быть. Писулька. Ребята, у нас есть два варианта. 70 метров пройти с уклоном 15% или 360 метров, но с уклоном 5%. Как вы думаете, что мы выберем? Может, по тебе будет видно. Да, деревья же видно, что растут вверх. Ой, да, тяжело сюда. Давай ручку. Нормально, я повезу. Да и все. Ну это для велосипедистов хуже намного тащить сюда велик, еще скользкая дорога. Ну, видно, что вниз пошло вон. Нормально, неплохо зашли. Вполне себе залетели даже. Эта машина даже едет. Вот. Вот. Все. Лезем дальше. Тут вот 5% продолжается. В лесу на горе просто вот было, короче, хозяйство еще, это ворота. И тут, ну тут даже кто-то ходит. И я увидел, Кристина давно уже просила. Деревья, конечно, вообще такие именно вообще в каком-то мху. Но тут лазят люди. Видно, что лазят. Трава вон подохнутая. Тут яблоки растут. Это прям чей-то был сад раньше. Здесь вот растут цитрусы. Вон сверху они. Сейчас я их буду доставать. А, это даже доставать не надо. Кто-то лазит там. Смотри-ка. Оба. И там еще есть.
Сейчас туда допрыгну. Так, мы в городке. Блин, я не могу, я забыл, как он называется. Сейчас мы будем идти через мостик. Вот этот красивый мостик. Мы прошли уже сегодня дофига километров. Я не помню сколько. Напишу. Селов, конечно, оставляется все меньше с каждым днем, но как-то интересно все это работает. Я еще мысли посещала. Что я буду, блин, делать? Как мы будем потом, когда вот... Подожди, дай проехать дядьке. Тетьки. Ну, что будем делать, когда придем, блин? Будет ли нам хотеться опять куда-то так вот идти? Потому что, ну, очень классно утром вставать и куда-то идти. Конечно, может не настолько долго, но очень такое меня захватывает. Это прям вот путешествие. Да. Вставай, иди на работу. Вон рыба плавает, класс. В реке много рыбки. Угу. Плавают какие-то караси. Прикольный мост. Что прикольное место. І вони собі пішли далі, бо ще більше ломиться. Узкий мост, я не знаю. Через него тяжело идти, да, особенно когда бус тебе едет навстречу, у тебя рюкзак торчит еще. То, конечно, да. Маленький нормально разъезжается с тобой, а вот больших тяжело. Ауч. Такая река, широкая, бурная даже. Нравится мне. Снимаю себя немножко, как я иду. Вот я превращаюсь в воробья. Я нормально, А нам туда? Нам он вообще показывает туда, налево. Да, точно. Возле этой церкви сидели, только что кушали, ждали 3 часов дня, чтобы заселиться. И вот мой муж. Всем привет, ха-ха-ха. На самом деле мы идем вот так, только на видео я одеваю рюкзак, а так вообще мой муж их несет. И тебя еще периодически. И меня еще сверху. Куда нам идти? Мы заселились в домик и решили не ночевать в альберге, потому что та, в которую мы изначально хотели, оказалась уже переполненной. Так как мы пришли поздно и свободных мест уже не осталось. И, если честно, я даже обрадовалась, потому что утром мой день рождения, и хотелось выспаться по-настоящему. Это, наверное, единственное, что я могла себе позволить в подарок на пути Сантьяго. Просто хороший, крепкий сон. И так как сон в своей ауре, те, кто изучает дизайн человека, поймут сейчас, о чем я. Все-таки я проектор, и для меня это супер важно — отдыхать именно в своей энергии и в своем поле. И плюс это было 9 июля, за день до моего дня рождения. Для меня это особенный момент, как будто переход.
те, кто чувствует энергии, знают, насколько мощно проживается день до дня рождения, и он всегда про осознание, про завершение старого цикла, и это очень символично, потому что это все было на пути Сантьяго. Если вам интересно, кстати, напишите в комментариях, хотите, я подробнее расскажу про энергии, про энерготерапию, которой я сейчас занимаюсь, в целом, чем я живу и что для меня стало не просто практикой, а философией моей жизни, да, соединение энергии и материализация, когда внутреннее становится внешним. Так вот, в этот вечер мне было важно проснуться в своей ауре и встретить день рождения осознанно. Не в кругу людей, теряя себя, а наоборот, почувствовать себя, свою цель, свое зачем, зачем в принципе я пошла на этот путь Сантьяго, что я обрела по пути и так далее, да, вспомнить вообще, да, от чего я освободилась, что отпустила, обрела, почувствовать это все. И на этом наш день завершился. Мы сходили в магазин, купили продуктов, приготовили, вкусно поужинали и просто отдыхали. Уснули очень быстро с ощущением покоя и благодарности. Спасибо, что прожили со мной этот день, и встретимся уже в следующем дне. Пока-пока.